В Астрахани задержали борзых бородачей. До задержания мужчины крайне вызывающе себя вели и даже какое-то время сохраняли гонор ровно до момента, как смогли очень близко познакомиться с асфальтом. В Москве тем временем задержали участника шариатского патруля, угрожавшего девушкам за неподобающий внешний вид. Оба случая получили горячую поддержку от людей в социальных сетях. Подробнее в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Начнем с инцидента в Астрахани, где ярко задержали дерзких водителей-бородачей. По предварительной информации, мужчины гоняли по встречной полосе, что в итоге привело к встрече и интересному диалогу с прибывшими полицейскими. Мужчинам быстро объяснили, что от угрозы навалять до фразы «больно, брат» проходит совсем немного времени. Всего лишь сказанное слово «задерживаем». Видео происшествия на дорогах Астраханской области появилось в одном из телеграм-каналов. Бородатая пара на отечественной машине, уже поврежденной, вероятно, при контакте с другими автомобилями, вела себя крайне агрессивно и бросалась на полицейских, выкрикивая угрозы типа «Мы вас разнесем», «Я тебя сломаю». Это если выражаться цензурно. Вероятно, последствия можно было бы предугадать, но для бородачей это оказалось непосильным. По предварительным данным, полицейские прибыли на место происшествия из-за того, что лихачи устроили массовое ДТП с несколькими машинами. Сейчас проверяется информация о том, были ли водители под воздействием алкоголя или наркотиков. Кроме того, в местных социальных сетях появились видео их манеры вождения, и комментаторы утверждают, что этих водителей уже видели раньше. Само же задержание вызвало ликование среди людей в социальных сетях. Редкий случай получения такой поддержки российскими силовиками. Перенесемся из Астрахани в Москву. После инцидента в одном из московских торговых центров, где пострадавшими стали две девушки, был задержан участник так называемого шариатского патруля. Этот человек требовал от девушек отказаться от своей национальности из-за якобы неподобающей одежды. К девушкам участник шариатского патруля обратился в публичном месте. Снимая все на камеру, он стал выдвигать требования, высказываясь в оскорбительном тоне. Хулиган настаивал, что девушки не должны называть себя азербайджанками, потому что выглядят не так, как участнику патруля хотелось бы. В ответ дамы сняли свое видео. Все кадры были сначала выложены в социальные сети, а затем дошли и до сотрудников полиции. В результате провели рейд и задержали мужчину с характерной внешностью, с бородкой, но выбритыми усами. Стоит отметить, что в самом Азербайджане таким шариатским патрулям существовать не позволяют. Там вообще довольно вольные взгляды на отношения мужчин и женщин, и тем более на внешний вид. Поэтому разного рода радикалы приезжают в страны, где контроль над шариатскими патрулями не так силен. К счастью, Россия сейчас из числа таких стран постепенно выходит. Например, этого участника патруля задержали в кратчайшие сроки. По факту возбуждено дело, расследование продолжается. Не исключено, что в скором времени мы увидим уже видео с извинениями этого человека, напавшего на девушек. Но если честно, даже непонятно, как мы дошли до того, что люди радуются вот таким вот моментам, когда иноземцы получают по заслугам за свое поведение в нашей стране. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!